У нас ЧП. Нас обсчитали на 30 шекелей в магазине. Вчера вечером, 19:30 с чем-то. Пришли в магазин. В магазине мы взяли 2 пакета молока по 6,75 и батон хлеба за 9. А в чеке написано, что как будто бы мы покупали сыр по 30 шекелей. Мы сыр по 30 шекелей не покупали. Штукенция, когда оплачивает, она, в общем, растяпает. Но я всегда беру чек. Почему? Потому что я беру чеки, чтобы их читать. Я учу иврит. И сегодня я читаю с утра этот чек. Во время завтрака я обычно это делаю. И вот вижу, что нас кинули на 30 шекелей. Сейчас пойду ругаться в этот магазин. Хорошо, что он недалеко. Сразу вспоминаю слова. Вчера будет этмоль. Покупать коне, а покупал это каните. Каните. Они ло каните гвина этмоль. Прикиньте, вас на 800 рублей так обманут в магазине. 800. Да, это я, если в бутылках мерить, это, 100 бутылок нужно собрать. Шалом. Этмоль, они ло каните гвина. Лехем эхат. Ло гвина. Ло гвина. Да. Шаббат шалом. Ну что, получили мы обратно нашу денежку, разбирались долго. На самом деле это первый раз в жизни, когда мне иврит вот реально пригодился. Потому что там люди как бы на английском не БМ. Но сейчас странная, конечно, ситуация. Не знаю, как так у них произошло. Это умышленно было или нет, но, по крайней мере, денежку нам вернули. Ну вот теперь глагол «каните» я на всю жизнь запомнил. В честь удачного возвращения денег я сделала медведю новую стрижку. Как вам? Нам очень повезло, сегодня мы нашли на улице микроволновку. Абсолютно новая. Просто такое ощущение, что ее никто ни разу не использовал. То есть просто топовая микроволновка. Мы давно о таком мечтали. Она причем нативная, местная микроволновка, видите? То есть абсолютно как бы кошерная, правильная микроволновка. Мы уже нашли, мы показывали, у нас было видео, мы нашли огромный монитор, штукенция, за ним работает. Он рабочий, абсолютно отличный монитор. И теперь у нас появилась микроволновка. В общем, мы вообще полностью при параде теперь. А вы ничего тут не замечаете? Смотрите, это же сердечко. И в Израиле тоже, оказывается, бывает осень. Смотрите, начинают желтеть листья, падать. Несмотря на то, что климат здесь очень отличается от России. Но есть ощущение, что приходит какое-то новое время года. Хотя все равно тепло, как летом. Встретили большое количество собак. Кто-то выгуливает. Я не знаю, их выгуливают, интересно, или это типа чьи-то собаки. У нас очередной поход на рынок. И мы идем вот с такими модными браслетами. У штукенции даже 2 таких браслета, а у меня 1. Очень удобно с ними ходить. Все это сумки, которые вот так вот одеваешь на руку, закатываешь, одеваешь на руку, и получается, что ты идешь свободно. То есть ты ничего не несешь в руке. Закупились мы, взяли килограммов, наверное, 8 винограда по 5 шекелей за кило. И огромное количество всяких там персиков, всяких вкусных фруктов, по шекелю их отдавали. Сейчас начинается понемножку, собственно, супер важное время. Это сезон винограда. А виноград в Израиле очень вкусный. И, в общем, мы когда в прошлый раз, когда мы репатриировались, собственно, в прошлом октябре, мы как раз попали на него. То есть практически бесплатный виноград, очень вкусный. Телекогладительная доска. Кому-нибудь нужна? Огромный телек. Да, телек с тебя ростом. Его даже упаковали в такую мягкую штучку, чтобы он, видите, не испортился. Да, пожалуйста, берите, кому нужен. Офигеть. И гладительная доска. Топовая гладительная доска. Очень много в Израиле выбрасывают матрасов. То есть, каждый день мы видим по матрасу лежит. И они, в принципе, нормального качества. То есть, явно он как бы такой, нормальный. Можно на нем спать. Так что, в общем, это не проблема себе найти бесплатный матрас в Израиле. Вот. Так что, пожалуйста. Не прошло и дня, мы пошли в другой магазин, мы уже теперь везде чеки проверяем. И вот следующий магазин, в который мы пришли с прошлого раза, я смотрю чек. В чеке написано Пильпель Адом
И снова пильпель Адом. Я думаю, что за фигня, странно. Причем у нас один, этот перчик один. А написано, как будто у нас вот этот перчик один и еще килограмм. Вот наш чек, что мы сегодня купили. И тут пильпель Адом за рубль 24. Да, который вот этот вот пильпель Адом один. И дальше идет строчка пильпель Адом за десяточку, да, за 10,79. Второй строчкой. Я подхожу, начинаю разбираться. Спрашиваю, типа говорю, пильпель. Ну, короче, показываю этот чек. И продавщица такая, о, типа, все нормально, вот у тебя пильпель, тут пильпель. Я говорю, нет. Короче, я им доказывал долго одной продавщице. Она так и не поняла, говорит, вот администратор, к нему иди, типа, я ничего не знаю. Типа, под дурочку закосила. Пошел к администратору, она тоже говорит, в чем дело, да у вас все правильно. Типа, пильпель. Это вот магазин Майян, короче, родник 2000. Я слышал про такие истории, про этот магазин, кстати. Ну, вообще про эту сеть, то, что такое бывает. Короче, в итоге она сначала мне вернула шекель. Вернула мне шекель, потому что, типа, ну, по чеку, потому что вот что-то там не бьется. Я ей объясняю. Ло шекель, ашара шкалим, блин. Я говорю, ну, короче, 10 шекелей. Нужно мне вернуть, потому что мне, ну, лишние пробили. В итоге, ну, я это смог ей донести, эту информацию, и она нам отбила обратно эти денежки. И вот мне дали еще один такой чек, на котором, собственно, отбили вот эту стоимость килограмма вот этих вот перцев красных. Ну, победа. Ну, что я хочу сказать, проверяйте чеки. Вот если вы выглядите не очень как местные, если вы не говорите бодро, так и бойко, то, скорее всего, вас обманывают. Потому что мы просто вот 2 магазина подряд, когда мы начали проверять чеки, нас кидают. Так что будьте аккуратны. Фух. То есть, конечно, когда один раз это происходит, это какая-то случайность. Но когда 2 раза и подряд, мы раньше так особо тоже, я, во-первых, иврит не знал особо. Сейчас-то я все уже могу читать, по крайней мере, все продукты питания. А раньше мы иногда проверяли чеки, но не очень активно. Я боюсь представить, сколько тоже нас раз кинули и обманули. Учите иврит. Потому что иврит это не роскошь, это необходимость, чтобы вас не обманывали, не кидали, и вы были местным, чтобы к вам относились как к равному. Смотрите, что мы нашли на улице. Офигеть. Прямо в упаковке кто-то выставил гриль. Новый. Абсолютно новый. Мы как раз таки мечтали о таком, чтобы делать пиццу, бутерброды, все такой просто профессиональный. Офигеть. Первый раз вот увидел, как выглядит открытый контейнер для бумаг. Потому что обычно они всегда закрыты. Вот. И вот так вот оно выглядит внутри. Когда вы бросаете туда какую-нибудь книжку или газетку. Это вот такой обычный бак. Хорошо гулять в Израиле. Горы, сосны. На улице никого нет. Тут обычно вообще никого нет. Не только в шаббат, но и вообще никого нет. Потому что Израиль это такая страна очень семейная, как Голландия. Почему нам нравилась Голландия? То, что там очень так спокойно и по улицам мало кто гуляет. Ну вот когда я был молод, я, конечно, тоже любил движуху, чтобы люди какие-то были на улицах, какие-нибудь тусовки, на роликах там кататься и все такое, по клубам ходить. Но с возрастом, мне уж почти 40 лет, уже хочется тишины, покоя, какого-то благоденствия такого. И в Израиле много, но все-таки большинство мест это места, где люди спокойные, где люди стараются другим тоже не мешать, поэтому и сами не шумят. Тут бывают, конечно, праздники какие-нибудь, когда там шашлыки. Тут бывает и шумно порой, но вот в спальных районах все-таки в основном тихо и спокойно и хорошо. Даже в центре, таких вот небольших городков. Если вы тоже любите спокойствие, просто живите в городе до 50 тысяч населения. То есть ниже 50 тысяч практически гарантировано, что у вас будет вот такая вот тише благодать по вечерам. В больших городах, конечно, в Тель-Авиве, там движуха все время какая-то.
Ну или даже в Ришоне тоже там как бы так. Там и туристов много, и вообще. Но вот любые города меньше 50 тысяч в Израиле, а таких вот дофига. Ой, там такая же благодать вечером. Израиль, конечно, очень безопасная страна, но есть здесь кое-что просто очень страшное. И я только что с этим столкнулась, хочу вам показать. Это колючки, которые впиваются в вашу обувь. Поэтому здесь достаточно опасно ходить босиком, ну, в некоторых местах. Посмотрите, я достаю из своей обуви колючку, и она просто огромная. Вы видите, какая она? Это колючка местных растений. И они здесь часто встречаются повсюду. Ты просто идешь и чувствуешь, что у тебя в обувь впивается что-то очень острое, как шип. И потом ты можешь несколько штук даже таких достать. Так что в Израиле есть свои опасности. Да, колючки тут встречаются, на самом деле, довольно-таки редко. Ну вот, я бы сказал так, раз в неделю я у себя из тапка вытаскиваю такую колючку. Вот, то есть бывают, встречаются, но я тут часто хожу босиком, тем не менее. Штукенция, она не любит ходить босиком, она очень редко ходит. То есть она любит, но побаивается, она просто трусиха. А я фанат хождения босиком и часто хожу, вот особенно по этой улочке, где я вот по ней люблю ходить босиком. Она довольно-таки чистая, ее убирают часто. Так что как бы не нужно тоже бояться этих колючек, они встречаются на улицах именно, где редко убираются. Вот тут в конце этой улицы Штукенции как раз там вот редко убираются, на такое место одно есть. Я там босиком никогда не хожу. А вот там вот можно встретить такие колючки. То есть, чем грязнее улица, тем как бы больше вероятность. Мы тут увидели ящерицу. Похож на геккона. Вот. Он так быстро бегает и сливается абсолютно с... Видите? Сейчас на черный камень. Вот. Вот он. Какой, смотрите. Красавчик, а? Такой симпатуля. Маленький такой. Что это за ящерка такая? Расскажите. Кто знает? Полосатенький такой, смотрите. Оп, и убежал. На праздник Йом-Кипур все ходят по улицам, и даже коты. Смотрите, все выходят на проезжую часть, кошки ходят, дети катаются, медведь ходит по дороге. Причем прикольно, это сделано потому, что в этот день традиционно люди захватывают город. Ну, то есть, видите, вся проезжая часть, там люди и так далее. Но нет никакого законодательного запрета, чтобы нельзя было ездить на машинах. Поэтому, в принципе, машина может проехать. Да, но лучше не ездить.